Всем привет! Как правило, токарные работы не считаются чем-то сверхточным. Для точных работ есть специальные шлифовальные станки, которые уже выводят размер деталей с нужной точностью. Но очень часто бывает так, что токарный станок есть, а шлифовального нет и не будет. И в данном случае приходится пользоваться старой советской смекалкой. Представим, что у нас есть задача сделать на валу посадку под подшипник. Такие работы считаются достаточно точными, и точность для такой посадки требуется 1/100 мм. Для измерения такого размера уже не подойдет обычный штангенциркуль, поскольку у него точность до 1/10 части миллиметра. Также, к сожалению, не подойдет и цифровой, который показывает размер до сотки, но его точность по документам 0,02 мм. В данном случае нам нужно будет использовать обычный микрометр. Теперь переходим непосредственно к самому станку. Точность деления лимба поперечной подачи здесь 0,02. Есть также у нас малая продольная подача с такой же точностью. Вот. И у нас малая продольная подача поворачивается на определенные углы. Самые популярные работы, которые используются с поворотом каретки малой продольной подачи, это точение конусом. То есть мы поворачиваем каретку, закрепляем ее на этом угле и вот таким вот образом, вращая малую продольную подачу, мы перемещаем резец строго под определенным углом. Соответственно, получаем и нужный конус. То есть это делается как так, как в одну сторону, так и в другую. Итак, перейдем к сути метода. Я установил заготовку и к ней подпер индикатор. Сейчас мы попробуем посмотреть, какая точность получается при работе обычным лимбом поперечной подачи. Переходим к индикатору. Значит, на индикаторе сейчас стоит 0, и на лимбе мы тоже, соответственно, выставили 0. Сейчас мы поворачиваем лимб на 10 делений. Прошу прощения за трясущиеся руки. И на индикаторе мы, соответственно, видим 26 соток. Должно быть 25, но, как я уже и говорил, попасть в сотку с помощью нашего стандартного лимба практически нереально. Что мы делаем дальше? Опять-таки выставляем индикатор на 0. Лимб поперечной подачи оставляем также на нуле. И малую продольную подачу мы поворачиваем на угол 5 градусов. Вот так лучше видно. Вот видите, 5 градусов. Значит, лимб малой продольной подачи у нас стоит на нуле. Так, еще раз, здесь 0 и здесь 0. Теперь поворачиваем малую продольную подачу на 10 делений. Ну, вот так, не совсем может быть точно, но есть 10 делений. И смотрим на индикатор. Индикатор показывает 2 сотки. Соответственно, что мы имеем в итоге? При повороте малой продольной подачи на 10 делений мы получаем вот это смещение в 2,5 сотки. Соответственно, одно деление сместит на 2,5 микрона, и какие мы можем сделать выводы? Если вот этот лимб, одно деление лимба у нас уменьшает заготовку на 5 сотых в диаметре, то вот этот лимб уменьшает на 5 микронов. Соответственно, уже с таким шагом попасть размером заготовки в сотку будет намного легче. А сейчас давайте попробуем сделать это практически. Для начала протачиваем нашу деталь как чисто. Микрометр нам показал размер 19 мм и 2 сотки. Вот чтобы снять эти 2 сотки, нам нужно
повернуть на лимбе малой продольной подачи 4 деления, чтобы снять 2 сотки с диаметра. Проворачиваем. И теперь протачиваем заготовку. Теперь настало время проверить полученный результат. Я уже подвел микрометр и теперь проводим. И как видим, наш размер, вот здесь, пожалуйста, видно, что наш размер составляет ровно 19 миллиметров, сотка в сотку. Итак, подведем итог. Как увеличить точность токарного станка? Нужно повернуть малую продольную подачу на 5 градусов и пользоваться ее лимбом. Если у вас точность станка такая же, как у меня, 2,5 сотки, то вы получите точность 2,5 микрона. Если же у вас станок получше, может там даже промышленного класса, который имеет точность на лимбах 1 сотку, то и точность вы получите 1 микрон. Люди, которые не понаслышке знакомы с геометрией, могут просчитать точность и для меньших углов, то есть для 2,5 либо 1 даже градуса. Вот. Но я не думаю, что это имеет смысл делать на токарном станке, потому что с ним не делать, шлифовальным он не станет. Всем спасибо за просмотр, будьте здоровы!